Всем привет, на связи Денис, и в этом видео я отвечу наконец на уже второй вопрос от Skizorgium на одну и ту же тему. Денис, привет, ты как-то обещал сделать урок по моносовместимости. Как сделать, чтобы звучание было хорошим и в стерео, и в моно? И самое главное, как это правильно делать? Я обещал уже давно ответить на этот вопрос, просто вопросов очень много, они приходят от вас и копятся у меня в специальном списке идей для контента. Но для того, чтобы записать видео, надо же не просто его записать, но еще и смонтировать, залить, заполнить там все возможные теги, описания и так далее. И, естественно, времени на ответ в видеоформате тратится гораздо больше. Поэтому я призываю вас подписаться еще и на нашу группу ВКонтакте. Ссылки все в описании под этим видео есть. Потому что в группе помимо видео есть еще и другой контент, более быстрый. Изображения, статьи, инфографика. Кроме того, ВКонтакте можно просто быстрее получить ответ, иногда просто написав мне в личку. Я, конечно же, отвечаю не так быстро, потому что вопросов опять же много, но возможно это будет быстрее, чем снять новое видео на YouTube. Что же такое моносовместимый микс? В сети есть различная информация, можно встретить в том числе и такое мнение, что моносовместимость уже не актуальна, поскольку в современном мире все слушают в стерео и так далее. И вроде бы это верно, но на самом деле, когда вы слушаете музыку со смартфона, с динамиков телефона, либо вы слушаете музыку в стерео, но с большого расстояния, допустим, из другой комнаты, да, все равно эти два источника звука, они примерно локализованы где-то в одном месте, и получается монозвучание. Или вы в клубе подошли близко к одной колонке, к одной из колонок, и из нее вы по факту слышите только один канал, то есть моно, опять же. Поэтому все же важно сохранить эту моносовместимость, чтобы и в моно ваш микс звучал так же хорошо, как и в стерео. Моносовместимость означает, что микс не утратит свой баланс при сложении в моно. Никакие из инструментов не будут становиться тише, не будут пропадать, не будут искажаться. Если вы в данный момент слушаете это видео с телефона, перейдите на прослушивание в колонках, потому что иначе вы, скорее всего, не услышите разницы и не поймете, о чем вообще это видео. Итак, давайте же послушаем микс в стерео. И обратите внимание на то, какой уровень громкости у укулеле. Обратили внимание, что укулеле, то есть вот эта гавайская гитарка, звучит одним из солирующих инструментов. Если не считать свиста, то укулеле наиболее впереди, на переднем плане. Теперь на мастере, вот здесь вот есть ручка моно-стерео. Я просто ее до конца вправо повернув, превращаю микс в моно. И вот так будет звучать микс, допустим, с динамиков телефона. Еще раз давайте послушаем в стерео. И в моно. Теперь я буду плавно переводить из стерео в моно, и обращайте внимание на укулеле, насколько меняется громкость этого инструмента в миксе. Когда я складываю микс в моно, укулеле словно отходит назад, то есть ее становится гораздо меньше, она становится тише. И это как раз означает проблему с моносовместимостью. В стерео все хорошо,
микс сбалансирован, но в моно баланс нарушается. Как же нам исправить эту проблему? Мне нравится решать эту проблему с помощью mid-side эквализации. Добавим FabFilter Pro Q3 на канал с укулеле. И что у нас здесь происходит? Инструмент отдаляется назад, когда мы складываем микс в моно. То есть он становится менее ярким. Давайте возьмем высокие частоты, которые как раз отвечают за яркость. Ну, допустим, выше 2000 Гц. Вот, плюс 2000 Гц. И поднимем их, то есть сделаем укулеле ярче. Но если мы просто поднимем эти высокие частоты, то укулеле станет ярче везде, и в моно, и в стерео. Как же сделать так, чтобы этот подъем высоких был только в моно? Вот здесь вот у нас есть ножницы, нажимаем по ним, сигнал делится на левый, правый, и здесь же можно выбрать mid и side. Выбираем mid, и еще у нас вторая точка, для нее мы выбираем side. То есть mid это как раз то, что посередине, то, что в моно, а side это то, что по сторонам. Можно даже ослабить эту полосу частот в side составляющей. Когда мы слушаем полный микс, получается, ничего не изменилось. То есть мы сколько прибавили, столько и убавили высоких частот. То есть все осталось так же, как и было. Но если мы сложим микс в моно, то у нашего инструмента укулеле поднимутся высокие частоты, и это компенсирует его проваливание в миксе. Давайте послушаем теперь в стерео, и потом я буду сводить в моно и снова возвращать в стерео. Мы слышим, что инструмент становится шире, уже, но при этом он больше не теряется, не отодвигается назад, и баланс таким образом сохраняется. Давайте еще раз отключим этот наш эквалайзер, сложим микс в моно и послушаем без него. И с ним. Я думаю, разница очевидна. Еще один важный совет, касающийся моносовместимости. Прежде чем делать баланс инструментов, сделайте на мастере моно. Например, вот так вот в FL это можно сделать. Либо вы можете взять любой имиджер и свести здесь звук в моно. Либо вы можете взять такой инструмент, как MSED от Voxengo, и здесь замьютить сайт составляющую, то есть все, что по сторонам. Тем или иным способом складываете ваш микс в моно и делаете баланс в моно. Если в моно ваш трек будет звучать хорошо, значит, когда вы потом разведете это в стерео, он однозначно будет звучать еще лучше, но не хуже. А если вы будете изначально делать баланс инструментов в стерео, то вовсе не факт, что он не развалится, когда вы сложите микс в моно. Надеюсь, что этот способ добиться моносовместимости был понятен и полезен тебе. Не забудь подписаться на этот канал и подпишись на нашу группу ВКонтакте. Там есть контент, которого нет на YouTube. Ссылки все, естественно, будут в описании. А на этом все. Поставь лайк этому видео, поделись им с друзьями и до новых встреч в новых видео.